Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего канала. С вами Людмила. И сегодня видео для тех, кто хочет научиться вязать крючком. Специально для вас я записала серию видео, которые выходят на канале каждую неделю. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. И сегодня вяжем столбики без накида. Я покажу вам 3 разных способа. Начинаем с того, что набираем цепочку из воздушных петель. Давайте наберем 20-25 петель, чтобы мы могли увидеть, как ложатся наши петли. Как набирать цепочку из воздушных петель я уже показывала в видео, и я ссылочку поставлю под этим видео. Вы можете посмотреть и научиться. Цепочка набрана. Теперь вводим крючок под стенку первой воздушной петли и захватываем нить, протягиваем ее сюда под стеночку этой петли. У нас на крючке получается 2 петли. Захватываем нить и протягиваем эти 2 петли вместе. И еще раз вводим крючок под стенку петли, захватываем нить, вытягиваем ее сюда под эту стеночку, на крючке 2 петли, захватываем снова нить и протягиваем нить через эти 2 петли. Таким образом провязываем каждую петельку за стеночку и потом 2 петли, которые оказываются на крючке, провязываем вместе. Это столбики без накида. Вяжем их до конца ряда. Когда вяжется крючком любое полотно, начало всегда начинается с воздушных петель, и первый ряд всегда берется за стеночку каждой петли. Закончили ряд первый лицевой, потом делаем воздушную петлю и начинаем вязать изнаночный ряд. Переворачиваем вязание. Тут очень хорошо видно, куда нам вводить крючок. Вот каждую петельку видно. Сюда и будем вводить крючок, провязывать столбики без накида. Вводим крючок и подхватываем вот обе стеночки петли. За обе стенки петли берем нить, протягиваем ее под этими 2 стеночками, и дальше у нас на крючке 2 петли, провязываем их вместе. Вот таким образом вяжем весь ряд, заводя крючок под обе стенки каждой петли, вытягивая нить, и потом 2 петли на крючке провязываем с общей вершинкой. Узор из столбиков без накида всегда получается ровненьким, довольно плотным. То есть, если мы вяжем плотное полотно, то это можно вязать его таким образом. И изнаночные и лицевые петли вяжем просто столбиками без накида. Провязываем ряд до конца, и сейчас я покажу, каким способом еще можно вязать столбики без накида. Обязательно смотрите за тем, чтобы край был ровным. Край начинает косить, когда мы забываем провязывать первые и последние петли. Вот мы провязали воздушную петлю в начале ряда, и если мы начинаем вязание со второй петли, вот с этой, а не с первой, то потом у нас вязание будет сужаться вот таким образом.
стягиваться. Поэтому всегда начинаем с первой петли, вот с той петли, из которой вывязана воздушная петля, одна или две, как нам требуется по рисунку. И тогда, сколько бы полотна мы не вязали, край у нас всегда будет ровным. Теперь второй способ, как можно еще вязать столбики без накида. Воздушная петля. И теперь берем, вводим крючок в переднюю стенку каждой петельки. Не под обе стенки, как мы вводили раньше, а берем только переднюю стенку и провязываем столбик без накида. В вязании такой способ будет сложнее, особенно если вязание было плотным, захватывать половина петельки, то есть одну только стенку переднюю, будет немного сложнее. Но вязание будет смотреться уже немного по-другому. Оно будет более рыхлым. Но принцип остается тем же. Забираем переднюю стеночку, вводим крючок под нее, берем нить, протягиваем под эту стеночку и потом 2 петли провязываем вместе, делаем общую вершину. Здесь важно, когда вяжем, захватывать именно одну переднюю стенку каждой петли. Если же мы будем одну за переднюю стенку, одну за обе, то вязание будет потом смотреться неровным. Теперь третий способ, как мы можем еще вязать. Теперь мы можем брать эту петлю за заднюю стенку и также провязывать столбик без накида. Уже не за переднюю, а за заднюю. Вводим крючок под заднюю стенку петли, берем нить, протягиваем ее сквозь эту стеночку и потом 2 петли на крючке провязываем вместе. При данном способе нам всегда приходится слегка наклонять вязание, чтобы мы видели заднюю стенку каждой петли. Не очень удобный способ, но рисунок тоже получается другой. Тут он немножко как бы с бордюрчиками получается. Вот такие 3 разных способа мы можем использовать при вязании столбиков без накида. Один мы вводим петлю с крючок под обе стенки петли, второй под переднюю, и третий способ это когда мы вводим крючок под заднюю стенку каждой петли. Для того, чтобы понять, каким способом вязать, во-первых, нужно провязать несколько рядов каждым способом, понять, какой рисунок вам нужен, и понять, каким способом удобнее будет вязать. Вот такой образец у нас получился в результате, и мы видим здесь, как выглядят все 3 разных способа вязания столбиков без накида. Вот нижние ряды на примере тут у нас связаны столбиками без накида, когда мы вводим крючок под обе стенки петли. Средние, мы видим, они более такие плотненькие, ровненькие, это когда под переднюю петлю вяжем. Ну и верхний с бороздкой, вот это петли мы берем за заднюю стенку. Каждый из этих способов имеет право жить, так что выбирайте тот, который нравится. Друзья, если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, не забудьте подписаться на канал, чтобы потом получать следующие обучающие видео. И до новых встреч!